Всем, ребятушки, привет! С вами снова Gaffer.net. Я знаю, что вы не забыли про подписку и лайк, но мы поехали. Изначально я хотел поиграть в сценарий Modern Day, но потом решил играть в сценарий Modern World, потому что в Modern Day там есть всякие там альянсы, это мне не очень сильно нравится, это очень сильно усложняет игру и, короче, все портит. Ну, как портит, мне просто не нравится вот так вот играть. И буду играть сегодня за Грецию, получается, и будет такой немножко исторический ролик, хотя я историк такой себе, буду пытаться, можно сказать, выкручиваться как могу. Изначально я, понятное дело, поменял, показал вам, что хочу сформировать, получается, Балканскую Федерацию, вот, в принципе, она вот выглядит примерно вот так вот. Следующим шагом я, получается, посмотрел, что у меня по налогам, также самое изменил свои блага немножечко, а потом инвестиции, ну и даже хотел трудное исследование, но у меня что-то до этого не дошло, потом я не нашел свои технологические очки, я пропустил ход, вот, и они, в принципе, вернулись ко мне. Понятное дело, что прокачал содержание армии, рост экономики, а также рост населения, потому что без них мы просто-напросто никуда, да и воевать мы будем, в принципе, все это время. Потом, так как у меня был очень хороший казус белли, я решил напасть сразу же на, получается, Македонию. Это была, в принципе, не очень сильная страна, да, изначально у меня было довольно-таки много войск, и поэтому, ну, думаю, все понятно, сильно объяснять не буду. И, получается, поначалу я немножко подождал, пока она поатакует, и решил уже сильно не дожидаясь прям уже полного истощения Македонии, нападать уже на нее самим первым. Я, получается, ее уже аннексировал, это было, ну, не прям супер тяжело, мне это было, удалось очень легко. Потом следующее пошло Косово. Косово тоже сильно долго не томило, получается, не зачищалось, это меня очень порадовало. У меня осталось примерно 2000 войск, я не хотел их сильно, в принципе, куда-то тратить, поэтому просто-напросто распустил, чтобы не тратить на них свои драгоценные деньги. Потом, понятное дело, провел ассимиляцию всех своих территорий, после того, как зааннексил уже две страны, в принципе, я думаю, это было максимально логично. И потом пошел ускорять, ну как ускорять, собирать все свои денежки, я просто сказал ускорять, потому что я это все в ускоренном режиме вам показываю. Получается, я пошел собирать все свои денежки, чтобы напасть уже на Болгарию. Ну и тем временем, пока я собираю воины для Болгарии, вы можете поставить лайк, подписаться на канал, а также написать свой комментарий. Мне будет очень приятно, да и в принципе это очень сильно помогает для продвижения ролика. Ну и вот мы нападаем на саму Болгарию, тоже поначалу подождал, пока она вынесет, так сказать, все мои войска, хотя у нее ничего не получилось. Она просто пронападала, и я, получается, вошел в плюс. Потом позабирал ее пару провинций, также сама столицу, ну и решил ее отделить уже полностью от Турции. Пока кидал ей мирные требования, понятное дело, ну как раз отделил от Турции, и так же самое от Сербии. Хотел еще отделить от Румынии, но что-то лень мне было, поэтому я так и не сделал. И потом, так как у меня осталось очень много войск, я решил напасть на Албанию, так как у меня тоже было довольно-таки много казус белли. И получается тоже там, ну, буквально там пару ходов подождал, и потом заметил, как она начала меня пробивать, поэтому и решил нападать на нее, так как, в принципе, если у нее не будет территории, не будет где набирать и войска. Я думаю, тут, в принципе, вполне логично, я даже сильно объяснять не хочу. Я вот ассимилирую все свои территории, которые уже захватил, и решаю нападать на Черногорию. Войска остались, почему бы нет, 10 тысяч на нее точно бы хватило, мы забрали ее столицу, так же самое, как и оставшиеся провинции. Потом, понятное дело, я армию уже не хотел себе оставлять, потому что, ну зачем, проассимилировал еще немножечко территорий. Потом я вот что-то там с типом правительства поигрался, у меня, получается, были радикалы, я что-то вам там объяснял, ну это просто у меня был до этого записанный голос, сейчас снова перезаписываю, мне это, в принципе, радикалы нравится, да и менять тип правительства сильно не хочу здесь, потому что, ну это бессмысленно будет, мы просто-напросто будем Балканской Федерацией, мне будет этого достаточно. Вот, я вам показываю, что там у меня еще не захвачено. Получается, пока Италия не захватила вот те страны, Хорватию, Боснию и Герцеговину, какие мне, в принципе, нужны, я решил на них напасть первый, это, кстати, опередить это событие, потому что Италия уже понемножку подходила, забрала Австрию, и я уже немножко испугался, поэтому сразу же, как только я понял, что у меня есть, в принципе, опасность и достойный противник, я набрал войска и пошел нападать на Боснию и Герцеговину, и чтобы долго не тупить, напал сразу же и на Хорватию. В принципе, почему бы и нет? Две страны, они не такие уж сильные по сравнению со мной, без негатива, конечно же, и я, в принципе, могу их забрать. Пока нападал на Боснию и Герцеговину, слил очень много войск, немножко протупил, не подождал, пока она сольет свои войска в мои. Но, в принципе, за пару месяцев войны мы забрали все ее провинции, а также уже хорошенько так сунули на Хорватию. В принципе, война выдалась довольно-таки хорошенько, я много времени и войск на нее не потратил, мне это очень сильно понравилось. Я зааннексил сначала Хорватию и также самое Боснию и Герцеговину, мне это очень сильно понравилось, я потом пошел что-то там ассимилировать территории, посмотрел, что мне еще осталось захватить, и, в принципе, все. Но чтобы не терять те войска, которые у меня остались после войны с Боснией и Герцеговиной, а также Хорватия, я решил добить уже ту Болгарию, те несчастные
самые 4 провинции. Зачем, в принципе, они вообще тут нужны в эти существования? Ну, без негатива, конечно же. Я просто хотел уже их забрать и не париться насчет этого. Потом, понятное дело, пошел ассимилировать территорию. Ну, в принципе, не особо такого прям чего-то крутого я уже не делал. Поэтому уже, наверное, таки вернусь, когда что-то уже будет происходить прям такое, чтобы хотелось смотреть. Я надеюсь, вот прям найду этот момент. А вот и нашел, даже долго ждать не пришлось. Буквально через пару ходов на меня напала Венгрия. Потом что-то еще Алжир предъявил какие-то войны. Понятно, что я, территории просто так отдавать буду, да? Я решил их немножечко позащищать, покидал ей какие-то там миры странные. Я не знаю, зачем я вообще это делал, но почему бы и нет. Я дал ей возможность забрать у меня кучу провинций и решил немножко позащищаться для того, чтобы она просрала, извиняюсь за это слово, кучу своих войск. Она так и сделала, в принципе, я потом еще чуть подождал. Я очень боялся, чтобы не возродилась обратно в Боснии, Герцеговина и Хорватия, но я вам проспойлерю, этого не случилось. Поэтому я и решил идти в нападение. Там, в принципе, уже ничего такого тяжелого не было, хотя Венгрия, просто набомбила меня. Притом еще и к этому Алжир высадился на моей территории, близко где-то там, где находилась Албания, что-то типа того. Я, понимаете, я когда уже его отбивал, это получается Алжир, у меня куча ходов случайно были пропущены. Я просто, представляете, как меня это бомбило, понимаете? Все территории, которые забрал, это просто была случайность. От Венгрии я уже, в принципе, отбился, от Алжира тоже, тут такого прям ничего проблем не было, просто пропустил кучу лишних ходов. Обидно, конечно же, что поделаешь, в принципе, не хочу я на этом моменте сильно расстраиваться, поэтому я собрал все свои войска на одной территории и решил просто построить лагерь снабжения и чилить, собирая много денег. Заметив, что у меня с Сербией очень плохие отношения, а с Румынией и Турцией не очень плохие отношения, хотя сначала я хотел напасть на Румынию, но потом понял, что Сербия может мне в спину атакануть, поэтому я решил сначала вынести Сербию, и по моей тактике я должен потом еще забрать Румынию и Турцию. В принципе, в будущем, я вам не скажу, что у меня получилось или нет, но, я подписывал пакты о ненападении с Румынией и Турцией, и, в принципе, решил нападать на Сербию. Здесь я уже не ждал, пока она сльет все свои войска, потому что было бессмысленно, и так известно, что я ее вынесу, точнее, я смогу зааннексить. Я, в принципе, так и сделал, сразу забрав ее, получается, ее столицу Белград, потом собрал все свои войска в лагере снабжения и опять начал ждать, пока у меня будет возможность напасть на Румынию. При этом на меня еще напало что-то там Египет, там еще Эстония нападала, такие промежуточные войны, они даже ко мне толком не дошли. Это было, в принципе, хорошо, я ассимилировал территории, все пучком пошло. Я, получается, уже практически собрал нужное количество денег, чтобы напасть на Румынию, и вернусь сюда, когда уже, я даже не должен уходить, получается. Вот я собираю уже войска, чтобы напасть на Румынию. При других провинциях я набрал войска, потому что не хочу терять их, то есть свои провинции, она там будет пытаться пробиться, но мне это больших проблем не составит, я заберу всего 2 территории, и мне будет, в принципе, достаточно. Даже столицу не трону, потому что, зачем? У меня на столицу нет казуса белли, поэтому я даже не буду пробовать ее забирать. Потом подвел все свои войска, которые у меня остались к Турции, немножечко понасобирал еще дополнительных. Турция что-то там вроде бы ни с кем не воевала, но она какой-то, сильно не оказалась, поэтому я решил на нее напасть. Изначально она свои территории просто супер изи отдавала, я думал, что заберу все как раз с Стамбула, и его тоже заберу, получается, и смогу уже из их зааннексить, но нифига не получилось, пришлось забрать немножечко больше, я потом ей уже кинул мир на забирание Стамбула, она, понятное дело, сначала не согласилась, потом, когда она поняла, что я довольно-таки сильный противник, она начала уже по чуть отбиваться, там даже ближе к столице она набрала свою большую армию, но хотя это не сильно ей помогло, там что-то было суммарно, наверное, 1030, но у меня-то 40-50, поэтому я и смог ее полностью вынести, полностью, забрать те территории, которые мне нужны. Получается, я забрал уже на данный момент где-то примерно половину Турции, там плюс-минус, она начала что-то там пробиваться, меня это не сильно смущало, потому что мне нужно было забрать всего лишь Стамбул и его окрестности, то есть те территории, которые находятся возле меня. Я что-то там с ней немножко повоевал и, в принципе, недолго затягивая войну, кинул ей требования на аннексию вот этих провинций, и, в принципе, ничего такого особенного уже не происходило. Я очень был рад, если честно, вы не представляете, как мне просто фартануло вовремя напасть на Турцию. Мне кажется, она просто инвестировала кучу денег, и поэтому мне не получилось отбиться от меня. Что ж, я уже формирую Балканскую федерацию. Наконец-то это свершилось, буквально это, получается, прохождение в одну серию. Что ж, зрители, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот ролик, я над ним очень старался, потому что звук для него записывался аж целых 2 раза, в принципе. Поэтому я надеюсь от вас увидеть много лайков, подписок, а также тем более комментариев, так как они продвигают очень сильно видео. Короче, мы увидимся в следующем ролике, который выйдет на днях. Спасибо тебе еще раз за просмотр. До новых встреч.